Добрый день, дорогие подписчики. Вот хочу показать свой раскаточный станок. Принципиальная схема взята из интернета, с ютуба. А размеры сам придумал, как мне нужно по помещению, как говорится, по моим запросам. Сейчас я вкратце расскажу размеры и потом в конце покажу, как он раскатывает. Применена трубка 3,4 дюйма. Если по-простому, значит диаметр ее 25 миллиметров. 3 с четвертью. Где 3 с четвертью, где, по-моему, дюйм. В общем, это не принципиально важно. То, что найдет, с того и сделает. Так, основные размеры. По рельсам вот этим, где у меня бегает, 350. 350. Буду давать миллиметров все. Так, длина. Длина. Вот по этому 77 сантиметров. 770. Так. Это внешняя рамка, верхняя рамка. Так. Потом, эта конструкция должна быть очень жесткая. Поэтому применена вот тут такая система. Вы видите, я просто покажу, что вот я здесь где-то сделал 120 миллиметров. Раз, два, три промежуточных. Здесь тоже связка получается. Все вот это обвязано. Сама высота, значит, получается так, 300. Ну что тут еще? Для раскатки применены две трубы диаметром 60. Ну, в принципе, чем они будут толще, тем будет лучше. Но в то же время надо габарит удлинять, потому что, доходя до края, если чем у вас конструкция будет толще, она уже не дойдет, допустим, до сюда. Так. Вот тут вот, значит, все это, в общем, видно все, жесткость, что создавалась. Сюда кладутся потом фанера толстая. Я покажу потом, когда разверну. Сейчас я покажу, как вот этот тросик сам работает. На вот этом не очень красивом канате, но зато его наглядно видно. Как бы мы вот здесь закрепили. Потом идет вот через верхний, переваливается так вот. Потом через нижний. Потом опять через верхний. И вот сюда закрепите. И вот если будете, вот посмотрите, как ходить. Вот она двигается. Но у меня сделано два раза. У меня получается еще раз сюда, сюда, так вот, сюда и сюда. Получается у меня здесь вот раз, два, три, четыре. Вот там потом на тросике покажу. Вот так сделано у меня, более жесткая конструкция. Вот. Тут получается раз, два, три, четыре тросика. Они натяжкой. Вот. Тросик применен диаметром 3 миллиметра. Тут петелька сделана, просто накинута хомутиками, заневолена. А здесь дырочки и натяжные вот эти винты. Можно это подкручивать, натягивать. Нет, тут ключик был. Ну ладно, потерял ключ. Так, сейчас я разворачиваю и показываю с этой стороны. Еще очень важно, чтобы трубы не сбегали в сторону, они все равно немножко как-то перекашиваются. Типа сделано вот проволока толстая, шестерка, по-моему, как рельсы у поезда. И поэтому вот эти колечки, все 4 колечки, здесь колечко вот на нижнем, на верхнем 2 колечка, они не дают трубам уходить в сторону, направо, налево. Они упираются и все. Здесь вот сделан такой вот штурвальчик тоже, это же самой проволоки. И вот так она ходит у меня, двигается. Сейчас здесь сделан запас потолще, чтобы можно было потолще фанер наложить и чтобы не прогибалось. В общем, вот у меня тут, это постоянно они у меня лежат. Вот этот вот лежит здесь. Вот так. Потом вот это. Это вы можете найти на любой мусорке. Щиты выбрасывают мебельные. Это у меня они постоянно лежат. И теперь вот эту щель, толщину раскатки я могу регулировать за счет вот этих фанерок. Это ДВП. Это тоже у меня постоянно лежит. И вот, значит, как оно будет работать. Вот я так вот кладу. Потом я кладу вот этот, допустим, такой материал. Материал можно любой. Вот он у меня тут положен, материал. Так, вот. Вот у меня тут приготовлена глина. Беру комочек, отрываю. Потом слегка вот так расплющиваю его.
Но руки неохота пачкать. Я вот так его расплющил перед демонстрацией. Вот. Так, я его кладу вот так немножко тоненьким сюда. И можно или этот загибать, или вот новый положить. И поехали. Вот так вот едем. Чуть подправим. Вот я так вот доехал. И назад. Так. Вот первый раз прокатал. Сейчас я покажу, как она разрезала. Вот так вот. Вот первый раз прокатал, получилось. Сейчас нужно нам еще раз. Можно вот так вот сделать. Я обычно что-то делаю так вот. Его можно развернуть. Развернуть. Можно это же загнуть. Ну, положим вот так. Это другое. Так. Господи. Запутался. Теперь же надо подложить еще одну. Ну, не страшно. Экспромтом снимаем. Главное, чтобы было понятно. Тому, кому это надо, где поймут. Вот так. Вот теперь еще раз проезжаем. Поехали туда. И обратно. Все. Вот. Опять получилось. Вот такой пластик получился. Вот. Пластик. Сейчас мы его разрежем, посмотрите. Вот. Надо тоньше еще. Сейчас попробую еще тоньше. Ну-ка. Так, еще вот одну досочку бросим. Что сейчас получится у нас? Так, немножко тороплюсь. Не страшно. Так. Где кончается тут? Так, кладем. Еще раз. Ну, вот это же сделаем. Так. Сейчас еще раз. Вон он движется сам. Вот движется. Давит его. Все, даже уехал за край. Вон не хватило места даже. Вот еще раскатал. Вот как. Все. Что и требовалось доказать. Вот делайте себе и будете безумно счастливы, как я говорю. Все, вот так вот. Вот сейчас я уберу, еще посмотрите. В общем, вот все. Общий обзор. Никаких затрат. Вот. На тросик, вот эти хомутики и вот эту шпильку купил. Остальное все дома валяется у всех. Болгарка, диски и электроды. Все. Пожестче. Тут добавите больше, не помешает. Чем жестче конструкция, тем она меньше будет продавливаться. Вот это тоже сделал запас специально. Сюда 2 щита. Они смягчают. А это потом, можно фанерку, можно ДВП. Вот ДВП спокойно регулируешь. Не в промышленных масштабах вполне хватит. Я полно делал всякие. И дощечки, и щиты, и трубочки для сомиков. Прокатывал и изгибал делал. В общем, вот. До свидания. Спасибо за внимание.